Тересита Басса родилась в 1927 году на острове Филиппинах. Она окончила колледж в Маниле, а затем она переехала в Блумингтон, чтобы поступить в университет Индианы. Она получила степень магистра музыки в университете, затем изучала ингаляционную терапию в Чикаго, штат Иллинойс, в начале 1977 года. Басса работала в больнице Чикаго. Она также поступила в университет Лойола, где работала над своей докторской диссертацией. Она также давала уроки на фортепиано в своей квартире. Девушка не пила и не принимала наркотики. Но их любили мужчины, которые ее окружали. Она так и не вышла замуж. Что самое интересное, Басса в возрасте 49 лет все еще была девственницей. 21 февраля 1977 года была вызвана пожарная помощь. В квартире женщины на 15 этаже произошел пожар. Когда в квартиру проникли пожарные, они обнаружили матрас посреди гостиной. Пожарные осматривали квартиру, чтобы найти кого-то живого, но на крики никто не отзывался, и они подумали, что в квартире никого нет. Они решили поднять матрас, потому что им показалось, что под ним что-то лежит. Подняв его, они нашли труп 49-летней женщины. Она была обнаженной, и огромный нож был воткнут в ее грудь. Согласно вскрытию, Басса не была изнасилована. Пожарные вызвали полицию. Они осмотрели квартиру. На первый взгляд полиция не обнаружила следов кражи. Позже нашли записку, которая случайным образом не успела сгореть. Ее написала Басса. В ней было написано, что нужно получить билеты в театр, а ниже две буквы А.С. Полиция была сбита с толку местом преступления. Они не могли понять, кто мог убить женщину. В августе пара докторов Хосе Чата и его жена Реми Биес связались с полицией. Они были хирургами из Филиппин. Так получилось, что Реми была знакома с погибшей. Раньше они работали вместе. Девушка отправила запрос на документы по вскрытию трупа, но в документах не было ничего необычного. Но она знала о чем-то ужасном, о том, что боялась рассказать детективу. Но когда он узнал о запрошенных документах, он сам нашел и допросил их. Пара показалась ему немного смущенной. Позже они спросили, верит ли детектив в оккультизм. Детектив ответил, что никогда с этим не сталкивался. Тогда Реми начала рассказывать странную историю. Она рассказала, что однажды ночью она была в гостиной в больнице. Она легла, чтобы вздремнуть. После того, как она закрыла глаза, она почувствовала присутствие призрака в комнате. Как только она их открыла, она увидела то, что просто не могла. Это был призрак Бассы. Девушка сказала, что призрак ничего ей не говорил, просто смотрела на нее. Она была в ужасе, поэтому она начала молиться, а затем призрак ушел. У Хосе была своя история. Мужчина сказал, что примерно через 2 недели после гибели Бассы он и Реми сидели в своей гостиной. Как внезапно Реми встала и пошла в спальню, чтобы лечь на кровать. Когда он пошел проверить ее, она начала говорить с ним на тагальском языке, который используют на некоторых филиппинских островах в качестве основного языка. Но она говорила с легким испанским акцентом. Реми сказала, что сейчас с мужчиной разговаривает Басса, и что она была дома одна в ночь убийства. Около 7 часов вечера к ней пришел ее бывший парень Ален Суэри, который после того, как зашел, ударил ее ножом в грудь. Хосе сказал, что его жена была в трансе около получаса, а потом она проснулась. Женщина утверждала, что даже ничего не помнит, как выходила из гостиной. Пара и подумать не могла, что им кто-то поверит, поэтому они промолчали. А через некоторое время Реми вошла в другой транс. Басса просила Хосе пойти в полицию. Она сказала, что убийца украл у нее кольцо. Оно было жемчужиной. Реми сказала, что убийца передал кольцо своей жене. Пара не чувствовала себя комфортно в полиции. Но уже окончательно они решили пойти в полицию после 3-го раза. Супруги решили, что детектив отнесется к ним скептически. Но он обратил внимание на то, что никакие улики по делу не были обнародованы, а пара описала все в деталях.
И когда он первоначально прочитал записку, даже не подумал, что эти 2 буквы в конце могут быть чьими-то инициалами. Оказывается, Басса написала обращение к своему убийце, сама не зная этого. Украденное кольцо было с именем убитой женщины, о чем убийца не знал. Но после того, как пара рассказала детективу про кольцо, он начал сразу проверять эту информацию. Согласно дальнейшему обыску, обнаружили, что из квартиры пропали еще некоторые драгоценности. Убийца, как выяснилось, был техником в больнице, где Басса и Реми работали, и жил совсем рядом от дома убитой женщины. По словам некоторых коллег, мужчина должен был пойти в квартиру Басса в ночь, когда ее убили, отремонтировать ее телевизор. Детектив привел Суэри на допрос. Мужчина отказался посещать квартиру девушки. В итоге, после длительного допроса, он признал, что действительно был в квартире в ночь убийства. Но он ушел, потому что у нее дома не было необходимых инструментов. Мужчина утверждал, что Басса была еще жива в момент его ухода, и он больше не возвращался в ее квартиру. После этого детектив допросил его супругу, дарил ей муж какие-нибудь украшения последнее время. Она сказала, что в конце февраля он подарил ей 2 украшения в качестве подарка. На Рождество он не успел ей ничего подарить из-за недостатка денег, так что подарил на пару месяцев позже. Первым подарком была изумрудная брошь, а вторым – жемчужное кольцо. Родственникам погибшей показали это кольцо, и все в один голос сказали, что это кольцо Бассы. После подтверждения мужчина признался в убийстве и сказал, что после того, как он покинул ее квартиру, он вернулся через некоторое время и ударил ее ножом в грудь, когда она повернулась к нему. Он напал на нее сразу, как она открыла дверь. Убийца рассказал, что пытался выставить все так, как будто ее хотели изнасиловать, чтобы скрыть ограбление 11 августа 1977 года. Алан Суэри был обвинен в убийстве Бассы в январе 1979 года. Из-за недостатка улик присяжные долго не могли вынести вердикт по делу Бассы. Суд вынес приговор только после его признания через 2 года после убийства. Его приговорили к 14 годам тюремного заключения. Мужчина был освобожден условно-досрочно в 1984 году, включая время, проведенное в ожидании суда. Журналисты дали название этому делу «Голос из могилы Тереситы Бассы». Где сейчас находится мужчина, неизвестно. Даже неизвестно, жив ли он вообще.